Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Сентябрь. Знаки судьбы. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И все же я вижу сентябрь в более добрых энергиях. Знаете, как складывается и для нас что-то вот в нашей личной жизни, что-то более позитивное или по-доброму. Но где-то и мы будем более рациональны. И с другой-то стороны, внешнее, вот как внешний мир или окружающие события, обстоятельства, они здесь тоже могут способствовать тому, чтобы мы могли договориться, решить какой-то вопрос. И в целом это два транзита. Солнце в Деве, критическое мышление, которое продолжится до 22 сентября, и Марс в Весах. Марс в Весах, с одной стороны, Марс, активность, жизненная энергия, сила, где-то и напор, не без этого, но он в Весах. И вот эта вот активность, она больше на договоренности. Или, может быть, решить какие-то сложные вопросы, или решить с большим плюсом, я такое тоже могу допустить. Одним словом, мы постепенно будем расставлять все по местам, с чем-то определяться. И я так думаю, уже в первой декаде сентября с 1 по 10 мы видим более четко свою дальнейшую траекторию, что мы будем продолжать, что мы будем завершать, и значит больше ясности. И у нас знаки судьбы, поэтому 3 карты, как 3 знака судьбы. С чем будет связан сентябрь? Может быть, это как сфера жизни, какие подсказки, чем придется заниматься. Давайте первую карту откроем. Ну вот правда, что-то завершается, причем завершаете вы сами. Может быть, как и какая-то путаница. Вот, кстати, по этой карте восьмерка кубков идут очень сложные вопросы, когда мы должны сделать все же однозначный выбор. Мы ищем выход из какой-то сложной ситуации, и мы его находим. Давайте мы спросим, с чем это связано. У кого-то личная жизнь, предложение. Может быть, и предложение даже касаемое работы, но тогда вас это вдохновляет. Ведь это карта романтики, вдохновления. Может быть, и встреча какая-то такая. Но есть какой-то позитивный момент, который, знаете, он может вас словно так вот душевно окрылить. И это будет очень хорошо, потому что, ну, может быть, легкости на подъем будет больше, может быть, больше, знаете, самодоверия в хорошем плане. Может быть, даже если был какой-то предыдущий период, ну, достаточно сложный, но вы чувствуете, это близится к завершению, опять же. Или когда вы сами, вот если выбор это делаете, тогда тоже путаница какая-то в жизни заканчивается. А может быть, это связано с конкретным человеком. К примеру, прекрасная карта приятных эмоций, хорошего настроения. Но есть и такое значение, как будто карта нам говорит: ты слишком не драматизируй. Может быть, какой-то вот вопрос вы драматизировали или так вот рассматривали с разных сторон. Да, может быть, если, а вот так или каким-то другим образом. Вот здесь какая-то ситуация, я так вижу, это будет связано либо, к примеру, если мы говорим про вдохновение, может быть, ваше творчество или какой-то творческий процесс на работе, ну или все же личная жизнь, мои дорогие. С чем это связано? Давайте еще одну карту. Правда, вот смотрите, ведь это карта успеха. И опять же, у кого-то это будет успех в работе, когда, может быть, и происходят какие-то вокруг вас метаморфозы. Вот примите это во внимание. Могут внешние события складываться так, когда мы можем даже неожиданные новости получить. И в сентябре это будет прогнозируемо. Такое что-то неожиданное, которое нас словно ставит в тупик. Но это не есть то, что вы инициировали, или это то, что, ну, напрямую к вам относится, но тем не менее на какое-то воздействие на вас оказывает. То есть для вас, может быть, открываются новые возможности. Это пусть даже будет связано с такой новостью, когда, ну, мы так растерялись. Это касается какого-то человека, ну, к примеру, которого вы знали. И, может быть, человек, ну, где-то такие сложные испытывает эмоции. Но для вас-то это как раз открывает новые перспективы, потому что карта колесница говорит: не оглядывайся назад. Тебе, Лев, отсюда только вперед. Это сила желаний, мои дорогие, и конкретно победа. Но и мы тут, будьте готовы, когда мы что-то можем передумать или вынуждены передумать. Это может касаться конкретного человека, когда мы видели человека с одной стороны,
а здесь он нам откроется как-то иначе. Поэтому у кого-то это с новостями будет связано, а у кого-то и с обстоятельствами. Но для вас, мои дорогие львы, это очень добрая карта, которая именно нацеливает нас на успех. Так вот, тогда к чему все идет? Чем все закончится? Ну вот прошлое, правда? Для того, чтобы, вот как по этой карте, надеюсь, это видно, сам ангел выходит навстречу. Но девушка наша, она уже спиной повернута к нам, как будто к прошлому. Она оставила это прошлое позади. И, кстати, она идет налегке. И десятка мечей нам всегда говорит окончание и освобождение, мои дорогие. Закрывайте в прошлую дверь. К чему все идет? Значит, какие-то процессы, которые неминуемо, может быть, они шли к финалу, может быть, вы что-то и удерживали. Вот какая-то перерокировка у вас точно будет в новое направление, особенно по пажу мечей. Это мы всегда что-то анализируем. Опять же, где-то мы делаем однозначный какой-то выбор. Значит, может быть, и была какая-то двойственная ситуация по работе, по отношениям. Но здесь мы уже смотрим все-таки вперед. Но новое направление по этой карте проходит. К чему все идет? Вы еще можете, как раз что-то передумали, или словно вы ходите вот на эту тропу, да, навстречу ангелу, который вас уже встречает, и вы видите еще какие-то новые перспективы. К чему все идет? Вот смотрите, три мечевые карты, и иногда мне пишут, это плохо. Да нет, мечами обозначают интеллект, мои дорогие. Ни кубками не обозначишь, ни пентаклями, да, соответственно. Ну и жезлами-то тоже больше огня, это по вашей части. Интеллект– это холодная голова. И вот здесь конкретно нам предлагают блистайте. По этой карте мы немножко на своей волне, и мы отстраиваем свою независимость. Видимо, отказавшись от чего-то или завершив некоторые вопросы и дела, в конечном итоге мы становимся и сильнее, и мудрее. Потому что, безусловно, королева мечей, особенно в этой карте, это и рост вашей популярности, как ни странно, да, вот в этой карте, потому что буквально блистать нам предлагают. Но это, знаете, более разумные, продуманные действия. Могу сказать, включайте змеиный режим, мои дорогие, хозяйка года змея. Видимо, были какие-то вопросы неоднозначные, и в сентябре вам придется словно наводить порядок в своей жизни или что-то организовывать. У кого-то конкретно работать с документами, может быть, да, или отправляться к каким-то высоким чиновникам. В инстанции, может быть, придется обращаться для того, чтобы навести порядок в собственных документах, может быть, в какой-то отчетности, или, может быть, так складываются обстоятельства вокруг вас, что вы понимаете, нет, вот мне тут нужно перепроверить, узнать, как в отношении меня работает закон, словно соломки подстелить, чтобы прошлое не давлело над вами. Вы будете сами что-то не только завершать, а, знаете, как демаркационную линию захочется провести, вот как между прошлым и будущим. Вы можете это прочувствовать в сентябре. Второй знак судьбы. И вы идете вперед. Раскрытие талантов. И здесь творчество, вдохновение. У кого-то из вас напрямую курсы обучения. Сдача экзаменов. Вот конкретно экзамен. Это тоже такой промежуточный пункт по этой карте, когда мы сдаем. И жизненный экзамен тоже. Мы чему-то научились. А кто-то из вас может захотеть пойти на курсы, например, иностранных, может быть, языков. Или пусть это не буквально мы пошли, да, а занимаемся, изучаем что-то онлайн. Может быть, и какая-то другая специфика тоже с обучением будет у вас связана. Но, видимо, это и как жизненный экзамен. Все то, что я сказала по первой позиции, это и есть, по сути дела, между прошлым и будущим. Мы проходим эту жизненную развилку и с чем-то определяемся. Но по этой карте работа в команде. Для кого-то из вас, может быть, и придется пересмотреть взаимоотношения с вашим окружением. И я тут больше вижу именно больше как бы работа или ваша сфера занятости. Но для вас это действительно раскрытие ваших талантов. Вот очень продуктивное время. Что это значит? Или, кстати, вторичный доход. Праздник после победы. Вот что вы себе наметите, мои дорогие? Мы ведь сказали уже, да, что мы поворачиваемся к прошлому или прощаемся, закрываем в прошлое дверь. И нам отсюда только вперед, полный вперед, я бы сказала. И раз мы куда-то идем, значит, для себя будут новые, как наметки, планы, намерения, какие-то цели.
куда-то вы будете, словно устремитесь. И вот в этом деле, вот нельзя терять какой-то промежуток сентября. И если вам ваша душа подсказывает, что «а ты попробуй вот это», или «вот попробуй вот это направление», или, может быть, даже как вторичный доход, попробуй себя вот в таком деле, в таком, допустим, амплуа. Может быть, прежде вы и мечтали, но как-то либо обстоятельства не так складывались, или не могли решиться на что-то, то тут вот, скорее всего, решитесь. Главное, знаете, мы ведь идем вперед. Всегда любая тройка – это карта будущего. Поэтому не оглядывайтесь назад, потому что в новых каких-то свершениях у вас здесь будет и победа, и праздник. Вот что это означает. И все время вперед. А у кого-то из вас решение вопросов по части личной жизни, и тут тоже в плане прогресса, или решение вопросов по части дома. Иногда четверка жезлов именно наши стены, обустройство, сделать жилье более комфортным, или провести какие-то важные согласования в плане документов. К чему идет все это? Опять какой-то выбор. Много, может быть, вы сумеете передумать за сентябрь. Может быть, и будет выбор в одной сфере жизни, да, если мы говорим, это кубки. Хоть и кубки нам не обязательно говорят, что это будет личная жизнь. Иногда эта карта, кстати, говорит о переезде или о каких-то вынужденных поездках. Вот такое тоже может быть. Или смене графика даже работы. Вы, ну, как релокация, может быть, офиса, была поблизости, вернее, был рядом с вами где-то, ну, рядом с вашим домом находился офис, а теперь он куда-то переносится в более отдаленный участок, да, и вам придется больше времени на дорогу, к примеру, тратить, больше вот этих перемещений. Редко, но иногда это тоже свидетельствует. Мы себя вынуждены ведь, правда, тоже перестроить. Так вот, для кого-то из вас, конечно, может быть, это и связано именно с реорганизацией личной жизни. Но вот все то, что я говорила по королеве мечей, интеллект. Мы становимся на развилке, когда мы должны и еще что-то для себя окончательно прояснить, чем мы будем заниматься и точно чем не будем. Для вас вот это, знаете, как новые знания, это действительно сила. Или вторичный доход, продумывай, или начни что-то изучать. Подумай, как ты из этого, может быть, потом можешь сделать этот дополнительный доход, потому что в этом вполне вероятно через какой-то промежуток времени вы сможете получить финансовый эквивалент. Как будто будет или будет какой-то пункт, когда мы не сможем и направо, и налево пойти. Нам нужно будет выбирать что-то одно. Поэтому, может быть, еще иногда эта карта говорит, что какая-то путаница у тебя заканчивается, и она не сама по себе заканчивается. Это опять же вы, мои дорогие львы, делаете выбор. К чему все идет? Выбор нужно сделать, потому что тогда действительно заканчивается какая-то путаница. Карта искаженного восприятия. Или нам буквально говорят, может быть, вас мучает бессонница. Инсомния, так и прописано. Это, знаете, какие-то негативные мысли, волнения. Может быть, по тем поводам, которые, или по тем событиям, которые уже произошли когда-то. И события закончились, осадочек остался. И мы, хотим или нет, вот гоняем мы по кругу эти мысли. Но искаженное восприятие, это не имеет смысла. Вот нужно что-то либо отпустить, либо с чем-то определиться и просто идти дальше. Но и если у кого-то из вас проигрывается напрямую бессонница, и если это уже какой-то хронический недуг, значит, она вам может здорово мешать. Это, знаете, у кого-то будет из-за усталости. Уставшие люди делают ошибки. Когда, да, иногда на фоне эмоционального выгорания, на фоне какой-то жизненной апатии или сложностей, или сложных эмоций, мы тоже не спим. Вот мы лежим и полночи думаем. Да ведь мы там ничего не придумаем. Не случайно есть поговорка «утро вечера мудренее». Вот тогда, может быть, и с бессонницей нужно разобраться. Если это временный характер, ну, не смотреть какие-то там фильмы такие сложные, да, или передачи, которые заставляют, вот включают мыслительный процесс перед сном, когда нужно спать, отдыхать. Ну, а для кого-то, если это хроника, может быть, обратиться к специалисту. У вас на кону не просто победа, а праздник даже после победы. Какие-то возможности. А мы тут можем себе перемудрить, к чему все идет.
Ну, посмотрите, тут правда что-то красиво завершается, ведь это итоговая карта старшего аркана, последнего, 21-я. Это реализация ваших планов, мои дорогие, на кону стоит. Для кого-то работа, связанная с перемещениями. Работа с перемещениями может быть по всему миру. Или ваш куда-то переезд очень далеко. Эта карта, опять же, праздника конкретно, тут так и прописано. Но я очень надеюсь, это карта мира, что воцарится мир в сентябре. По крайней мере, уже, как знаете, большая часть сложной какой-то работы, согласований будет проведена, и мы все стремимся, правда, добрые энергии сентября как раз и складывают для нас более такую благоприятную палитру вообще во всем мире, когда больше будет и порядка организации, и определенности, ну и, понятно, ясности. Третий для вас знак судьбы. Ну, по этой карте это, знаете, как наши воспоминания идут. Да, есть еще и момент ностальгии. Но если мы не только в этой колоде, то это есть какой-то круг друзей или ваших близких, на кого вы точно можете опереться. Видимо, будет их поддержка. Что это означает? Ну и вам, может быть, придется, мои дорогие львы, оказывать кому-то поддержку. Может быть, и какой-то проект, который вы закинули в дальний ящик или в дальний угол стола, вы теперь начнете продвигать, потому что одна из лучших карт в колоде на деньги на работу. Да, это карта рутины. Но нам карта говорит: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но тут мы буквально, инструкции нам прописаны, детали. Мы тут что-то изучаем более детально для того, чтобы этих пентаклей было больше. У кого-то много работы будет, мои дорогие. Но любая 6 – это победа. Вам что-то будет нравиться. Точно? Посмотрите. И по работе будут, и по финансам даже. Может быть, как увеличение вашего жалования. Или кто-то подключит вторичный доход, как я уже сказала. Тут, может быть, и как новая должность есть возможность получить. Вас, несомненно, будет что-то радовать, потому что туз жезлов – это и наше решение, это где-то и решимость, это и первый шаг. Тут конкретно действие какое-то от вас требуется, который выбор и действие. То есть не просто мы сели вот так вот и думаем. Да нет, мы тут от слов или от каких-то выводов переходим к действиям. И для вас это тогда означает совершенно новое качество жизни. Первые шаги. Когда туз жезлов выпадает, я часто говорю, вот в каком-то моменте вашей жизни или какая-то сфера вашей жизни делится на период до и после. И вы вот действительно на такой жизненной развилке. К чему все идет? Вот вы знаете, по этой карте тут так и прописано: выздоровление. Это колода ангелов-хранителей. Есть еще какие-то воспоминания. Видимо, они быстро не уйдут. Может быть, мои дорогие львы, будет и сожаление. Но, может быть, вам нужно, знаете, простить самого себя за какие-то ошибки. Может быть, и мы были в чем-то наивны, доверчивы. Теперь мы понимаем, что, ну нет, вот так неправильно. Но мы люди. Позвольте себе право на ошибку. Подумаешь, ошибся. Еще раз 150 где-нибудь раз мы с вами ошибемся. Это не должно нас ограничивать. Я ошибаюсь, да, я принимаю, делаю выводы, но я иду дальше. Может быть, нам и кого-то придется простить. Ну, значит, и прощайте людей, отпускайте людей. Если что-то или кто-то в целом в сентябре пытается от вас как будто уйти, или словно пространство, ну, тоже какую-то ну вот линию проводит между вами или еще кем-то, или какой-то человек, да, вот тоже, видите, не идут отношения, не идут дела. Вот вам будут даны подсказки не удерживать то, что пытается уйти из вашей жизни. Потому что то, что уходит, для вас это означает выздоровление. Оно должно состояться. К чему все идет. Потому что как только это выздоровление завершится, ваша жизнь она начнет трансформироваться, причем так в скоростном режиме. Восьмерка жезлов – это еще и карта скорости. Это фаза нашей активности по максимуму, когда мы уже выруливаем на обгон. К концу сентября вам будет понятно, зачем что нужно, почему сложились именно такие обстоятельства, а не какие-то другие. И если так вот анализировать, а это как раз про интеллект, вот зачем он и нужен, тогда вы понимаете, зачем была нужна какая-то мультизадачность или многозадачность.
Она здесь прописана в этой карте, поэтому к сентябрю, к концу сентября, и у нас как раз вот эти транзиты где-то заканчиваются, и там придут другие энергии. И вы можете чувствовать, что и работы стало больше, может быть, и каких-то забот стало больше, но для вас это совершенно новые перспективы, мои дорогие. Это новые победы, это другие праздники. Перекладывайте на себя. Я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные комментарии, искренне, когда вы описываете свои жизненные ситуации и как вот наши карты перекликаются с той историей вашей жизни или с каким-то пунктом. Мне это очень важно знать, и вы ведь мое вдохновение. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.